очень счастлив. В вечности прошел год. Как это быстро случилось. Да, здесь время быстро летит. За это время у нас произошли большие перемены и в материальном плане, и в духовном плане. Нашу запись, нашу встречу. Сын у меня живет в Америке, он отвез в Америку. Понравилось всем это общение. И у нас там многие смотрели. Очень понравилось трансцендентное общение. Именно общение так и назвали трансцендентным. То есть никакого фанатизма. Не было ложного эго, никто не защищал форму религии, а именно была защита абсолютной истины. Обычно религиозные, духовные личности, когда встречаются, каждый защищает свое болото. Хотя даже это и океан, им кажущийся океан, каждый считает, что я защищаю Бога, я защищаю свой океан, но на самом деле океан превращается в болото, если есть сознание «я мое», даже в духовном плане, не только в материальном плане. То есть Бог безграничный и вечно новый. И абсолютно духовные личности никогда не защищают форму духовности, а защищают саму духовность. И поэтому многие, которые смотрели, они с моими комментариями поняли, что действительно аура Земли меняется от вашего общения. Но не только Земли, а всей Вселенной. Даже заметили так, что ноосфера Вселенной и полубоги Брахма, Шива, Вишну от этой встречи сами теряют обусловленность. И во Вселенной происходит большая перемена, настоящее возрождение абсолютной истины. У нас собираются многие духовные специалисты, махатмы, и они увидели именно, что это так. И они благословили меня, второй раз приехать. И да, именно сказали, что на самом деле его имя не Виссарион,
а Висхарион, он Харион. Хари – это безграничная Ананда. Вечно новая Ананда. И вы должны создать, ну не создать, а прийти к абсолютной Ананде, и Вселенная этого ждет. Не только эта планета, не только Земля, а даже полубоги, Бог Солнца, Бог Дождя, Индра, Ваю, Чандра, все полубоги ждут обновления сознания. То есть подняться выше материального творения, где есть абсолютное творение. Здесь материальное творение, еда, сон, секс, оборона, а там ничего не прибавляется, ничего не убавляется. Вечная Ананда, вечная любовь. Все вечно юные находятся вне времени, вне места и вне обстоятельства. Вечная Ананда. То есть существует вечно материальная любовь, еда, сон, секс, оборона. То там вечность, совершенное знание и вечное блаженство без еды, сна, секса и обороны. Вечность, совершенное знание, чит. Хотя в материальном мире тоже есть совершенное знание, но это ачит. Материальное совершенное сознание. То есть нету живого среди мертвых. Тут, на этой планете, нету живого. Хотя они все совершенны. Но они совершенны в еде, в сне, сексе и обороне. Это называется культивирование души, но не одухотворение души. То есть душа на самом деле должна подняться над телом к сверхдуше. Но тут умом культивирует душу. То есть существует низшая душа, кундалини, ограниченная душа, джива и верховная душа, параматма, лотос. И смысл жизни человеческой не культивировать этим знанием душу, а поднять душу в лотос. Душа должна быть на сверхдуше. И тут войти во взаимоотношения с Висхарионом. Хари. Дорогой Висхарион. И твоя миссия дать мне благословение, чтобы я здесь начал это делать. Если не будет благословения, народ меня благословил. Вчера я в прошлом году начал делать, а сейчас идет. Вчера меня дали время, и народ хочет этого. Но я им сказал, что пока Висхарион не благословит меня, вы меня благословляете, но этого мало. Пока он не благословит Висхарион, я не буду здесь
и задерживаться ни секунды. Я уеду. На всякое богоугодное дело я всегда с большим удовольствием даю благословение. Я кланяюсь перед тобой. Ты действительно Висхарев. Я не ожидал этого ответа. Ни один Махатма не соглашается, чтобы в одной кастрюле варились две головы. А почему ты согласился? Слово Божье, оно бывает только одно. Все остальные должны суметь послужить Слову Божьему. Но оно одно. Если два голоса звучит, они могут быть разными. А раз они разные, будут разные последователи. Но они разделятся между собой. Поэтому живое слово должно быть только одно. Только тогда она имеет возможность объединить всех в одно. Поэтому я и провозгласила об этом месте как о полюсе мира, где должны были бы приехать все желающие строить этот новый мир, по-своему так, как они умеют. Но чтобы они вместе в одном порыве строили Божье. А дела сами покажут о многом. И во многом уже потом удастся правильно соединиться. Но надо жить рядом. Надо творить вместе одно пространство. С разными начинаниями. И это будет здорово. А в конце концов будет все одно. Поэтому я рад любому богоугодному делу здесь. Пусть придут любые люди. Если не будут говорить о Божьем и не будут сеять раздор, я им рад. И все, что я могу им сделать в помощь, я сделаю. Но в сознании Хари есть такие ритуалы, которые нет у тебя. Например, повторение святых имен. Мантры. Мантры. Это будут делать все те, кому это дорого. Ведь все это нельзя навязывать. Ничто нельзя навязывать. Ничто нельзя навязывать. Значит, всякий, кому это будет дорого, он будет делать это и дальше. Но не получается ли, что я навязываюсь сюда? Навязываться можно, когда ты приходишь туда, где тебя не приглашают. И даже говорят, что не надо приходить, но ты приходишь. Тогда это уже навязывание. Не, меня Но приглашают. Значит, но не причиню ли я вам беспокойство? Нет. Нет. В том-то и дело, что меня приглашают, и причем приглашают силы сверху. Меня приглашали в Америку, меня приглашали в Армению, туда билетов не было. Даже в Америку, когда сын сделал все. А сюда билеты были, свободно. Я уже последний пошел на этот знак, они меня хотели забрать. Я сказал, какой будет знак? Знак, сюда билеты свободны, а туда нет. Хотя без знаков я знал, просто я это показал знаки им, что меня хотели туда взять. Мой дом всегда открыт для всех, уважающих дух моего дома. А в духе моем мой Отец, а Он для всех един. Интересно, что он делает со мной.
просто любит. А любовь активизирует возможности человека, до которых он созрел, которые он сумел воспитать в себе. Он так мне и ответил. Он будет рад всему, что ты ему предложишь, дабы я войду в его сердце. Я вижу, что он вошел в твое сердце. Эта запись будет показываться всему миру, всей планете. Сын в Америке ждет твоего ответа, как ты ответишь. Ты ответил, как ответит он. Вся планета ждала этого ответа. И все духовенства Востока и Запада думали, что вы ответите против. Они не знают меня. Да, они не знают. Никто не знает Сына, кроме Отца. И тех, кто доверился Сыну. Все мне говорили, что ты идешь туда как конкурирующая фирма. Куда туда? К Виссариону. Я просто здесь тебя буду воспринимать как брата, а не как учителя. Вот и вся разница. Вот, а так-то, конечно, тебя и выслушают, и обрадуются тебе. Кто-то, может быть, даже мантры споет. А кто-то не будет их петь, и ты будешь прекрасно понимать, что учитель один. Я не учитель, да. Я никогда не был учителем. Так, оно поэтому тут раз. Может быть, догма. Ее ни в коем случае нельзя создавать. Славить Бога – это творчество человека, это его порыв души. Он должен слагать стихи и песни, складывать танцы. Любые движения, которые человек от сердца считает правильным, они есть движение его сердца, и он славит Отца. И как бы он это ни сделал, это все правильно. И тот, кто создает на этом грани разделения, это проявление невежества и глупости. Догма и сектантство. Конечно. И пробуя отстоять это, думая, что они отстаивают чистоту веры своей, это глупость. В моем храме именно так. Все есть место за столом наиваться. Тогда там действительно Дух Божий. Поэтому завтра будут славить после литургии и сын муфтия, и католики, как умеют славить Бога. И ты тоже предложишь свое славление. И все будут участвовать. И все будут участвовать во все стороны света в этом славлении. Не, многие это делают, но умом, но не сердцем. Для начала, просто да. Для приличия. Для начала, да. Но я же вижу его сердце. Просто он делает это не умом, а сердцем. На этом тоже делают себе протеже. Внешне это делают, но внутри все равно мое. Но у него нет ложного эго. Я вижу, что у него нету обороны. Обороны ума, души, сердца. Он открыт абсолютно. Я это вижу. Безграничный абсолют. И никаких границ. Абсолютная истина. Это вообще новая энергия вечной ананды. Если существуют материальные, граничные вселенные, духовные, тоже граничные вселенные,
Но выше всего этого безграничный абсолют, который вне времени, вне пространства, даже вне измерений. Это именно то царство, где вечность, вечные, бесполые, нерожденные, бессмертные ананды. И он именно оттуда. У него нет обороны. Он именно защищает абсолют. Понимаешь, Вадим, он защищает абсолют. Стараюсь. Да, старайся, ходите. Но я это вижу. Я вижу ауру не только тела, я вижу ауру души. Какого ранга душа? Все души, они имеют ранг. А я ни перед кем еще не поклонился. Ни перед кем. Я поклонился перед Абсолютом. И я сказал, там обещал. И если он согласится, то я перед ним поклонюсь. Абсолют. И он не умом согласился. Я видел, это сделала душа. А ум просто сформулировал душу, интеллект сформулировал просто душу. А это сделала душа. Я же сказал, что он проявится. В прошлом году я же вам сказал, что он не все дает, что он имеет. Помните, я сказал? В прошлом году. Записи есть, Вадим, помнишь, я сказал? Вот сейчас он проявился. Но это только начало проявления. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что будет дальше. Я знаю, что будет дальше. Харе Кришна, Харе Кришна. Вот что ты делаешь, он с ума сойти. Харе Кришна. Кришна прямо. Висхарион, видишь? Хари. Висхарион. Ты видишь? Ты мой ученик. Вижу. 16 лет. Или мне так кажется? Ученик, подтверди. Харе Кришна. Харе. Да, что здесь творится? Даже в Шамбале я такого энергии не видел. Здесь Шамбала. Здесь будет происходить огромные события. Огромное защитное поле здесь будет.
сюда снисходит Абсолют. Самая верховная энергия вечности, выше всех Брахм, Шив, Вишну и Нараяну. То есть существует 450 миллиард материальных вселенных и 1350 миллиард раз больше духовных вселенных. Нараяны, учителя всех духовных вселенных. И выше всех Кришналока, владеет которой Кришна, а высшие Кришналоки, Алока, Абсолют, не имеющий время, место и обстоятельства, рождение и смерть. Вечная ананда, вечная любовь. Он поступил как Абсолют. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Сачит Према Ананда, Кришна Према. Вечно новая любовь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Это даже не мир Кришна Према. Это даже не Кришна Према. Это Айшварья Ананда. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Рама. Харе Кришна. Он дал мне благословение. Он меня купил. Представляешь, Кришна? Но ведь смысл жизни – жить для учеников и чтобы они жили для тебя. Ведь это смысл духовной жизни. А если останется без учеников, тогда что? Они перейдут ко мне. Пойду к Отцу. До следующего раза. Когда созреет, я опять приду. А не обидно тебе будет? Обида. А что это такое? Если они пошли делать хорошее дело в другом месте, замечательно. А не обидно? А как может обидно быть то, что они Ну просто стараются обидно. сделать Обидно. посильное себе, посильное в хорошем. Они стараются сделать хорошее, но им, понятно, это больше будет. Или другое больше им нравится. Замечательно. Главное, чтобы если они пошли, они и там не кривлялись, а делали искренне хорошее. Мне радостно, что они ходят в православный храм и стараются быть хорошими верующими. Ходят ли в мусульманскую мечеть и стараются быть хорошими верующими. Мне это радостно. Но если они везде ходят, говорят, что они верующие, но они не исполняют закона Божьего, вот это меня убивает. Поэтому для меня не будет краха, если они... Но это не должно туда. тебя убивать. Нет. Они все равно где-то застряли. Господь говорит, я есть небо, а все птицы во мне. Где как летает, и пусть летает. Все равно Ну да. они придут когда-то ко мне. Не убивайся. Ну да. Они летают. пока- По воле Бога они там-то летают, там-то они хромают, там-то делают. Пока я в Они теле все равно человека, в небе. Пока я в теле человека, я обременен переживаниями за людей. Их у Отца нет. А в законах материи переживание за детей, оно есть. И оно становится сложным. Оно создает тяжесть. Я не могу от них отвернуться. Они мне родные. Я за них переживаю. Поэтому я отдаю им все, что я могу, но я могу жить за счет их веры. Я ведь для них создан. Если в меня верят, я живу. Если в меня не верят, мне нет смысла пока быть здесь.
Это бессмысленно. Надо ждать время, когда они смогут верить. Но я создан только для людей. Не сам для себя. Но все равно есть более сильная энергия, чем у тебя. Я тебе скажу, что делать, чтобы быть постоянно свежим. Как удовлетворить Господа, я тебе скажу. И ты будешь вечно свежим и вечно юным. Я вижу, ты немножко выкачиваешься, они тебя выкачивают. Ну, сегодня много проблем сейчас с утра рассматривать нужно было. Ну, будет уходить все проблемы. Я быстро буду восстанавливаться. Какое-то время, пока отдаешь силы. Ну, в твою ауру подсели. Да. Подсели. Ну, они живут за счет этого. Ну, я тебя научу как. Не я тебя научу, он тебя научит. Я никто. Меня вообще нет, я просто слуга. Хорошо, я послушаю. И ты не будешь выкачиваться, ты будешь постоянно свежим. А меня как качают, знаешь, как качают? Намного больше людей на мне сидит. Сейчас подсела, пол Америки подсела. Ну, прекрасно себя чувствую. Дело в том, что вечность говорит, только по моей воле, только по моей воле ты можешь вести ко мне. Но если кто сопротивляется, он не созрел. Просто отпусти его, не держи его. Он не твой. Он мой. А ты держишь их, сострадаешь им. Не надо сострадать. Вообще сострадание – это не абсолютный религия. Просто скажи, вы свободны. Насильно мил не будешь. А ты сострадаешь им. Бисер перед свиньями. И на их место придут зрелые. Не бойся их потерять. Вот мои сильные ученики. Если они шалят, сопротивляются, я говорю, вы свободны. А на их место другие. Какая разница? Лучше вести зрелого, чем зеленого. Отпусти зеленого в небо. Господь говорит, я из неба. И все мои ученики. Ему нужна булава, а ты даешь лотос. Он сопротивляется, не хочу. Да нет, на лотос, возьми лотос. А ему он уже стал свиньей. Ему бисер уже не нужен. Богу Богова, кесарю кесарю. Прости меня, я тебя не учу. Но практикуй вот это, практикуй. Это я понимаю. И посмотри, ты сразу посвежеешь. Это он говорит, Хари говорит. Я перевожу его информацию. Я это все проверил на своей практике. Ну, конечно, хочется сострадать, жалко труд. Я на него столько положил труда, Нет, жалко. Нет, жалко. Жалко, что... Жалко даже энергии отца, что я положил на него столько труда отца, что он, значит, не совершенствуется, что он застрял, хочется ему помочь. Жалко, что начинает судить Бога. Ну, отдай его Богу. Пусть он там судит Бога. Иди, дорогой, иди туда и там суди. То есть он от Бога никуда не ушел. Бог говорит, я из неба. И эта птичка ходит ко мне в тюрьму, в больницу. И не страдает. Ему будет больно. Зато он быстрее придет к Богу. Я знаю. Через страдания. Ему будет больно. Да. А я не У Бога хочу, 4 чтобы было руки. больно. У Бога 4 руки. Ну вот берешь
его боль на себя. Зачем тебе это надо? От того, что ты берешь его боль на себя, ему легче не будет. Ему надо в больницу, ему надо в тюрьму. То есть у Бога 4 руки. И все ведут к Богу. Раковина. Ты духовный учитель. Ты раковина. Если не воспринимает, значит ему нужна булава. А если воспринимает, лотос, он в анализе, он слушается. Смирение. Взаимоотношения ученик-учитель вечное только в том случае, если он смиренный. А не смиренный не идет. Лотос через себя ему не идет. Ты ему хочешь дать лотос. Но ему надо палка. Ишаку нужна палка. Он уже стал Ишаком. А ты ему раковину даешь. И чем больше ты даешь, тем он становится больше Ишак. Он все равно уйдет. Он начинает оскорблять тебя, да он не учитель, он то, он все. Он больше в карму лезет, чем больше он оскорбляет тебя. А оскорбляет учителя. Уже все, ему такое было, он такую в карму лезет. Он становится все хуже и хуже. Потому что гуру апаратха – это самая страшная карма. Он уже никогда тебя не воспримет. Дело дойдет до войны, он тебя возненавидит. Он постоянно совершает гуру апаратха, вайшнава апаратха, он их оскорбляет, они твои слуги. Он все оскорбляет. Отпусти его быстрее. Иди к булаве, иди к диску, Сударшан Чакре. И вот там он начнет эволюционировать. И не бойся, не жалей, что один уйдет, на его место 3 придут. Уже оттуда, с булавы, уже с больницы, с тюрьмы, они уже пострадали, они смиренно придут и скажут: о, Виссарион, учитель, о, смиренно прошел. Теперь давай ему раковину. Только через страдания приходит мир. А Господь говорит: несмиренному учитель поможет не может. Только смиренному идет ананда. Только смиренному. Это закон. Несмиренному ананда не идет, Виссарион. Не, если я не прав, скажи, что я не прав. Хатты, скажите. Если я не прав, скажите, что я не прав. Как же не скажешь? Если учитель сказал. Да, тем более, что он об этом много говорит на эту тему. Что зачем давать тому, кто не в состоянии взять, это только лишь создаст тому наибольшие сложности. Да, и всем беспокойствие. Да. Больше всех учителю беспокойствие. Поэтому он нас убеждает в том, чтобы мы не убеждали тех, кто к этому не готов. Зачем нести ношу тому, кто к ноше не подготовлен? Так вот, ношу, я вижу, сколько можно. Правда, он-то нам рассказывает, но бывает, что сам в это попадает из-за сострадания. Да. И поэтому я им говорю, что смотрите, вы свободны всегда, вы мне не нужны, вы принадлежите Богу. И если вы не принимаете раковину не принимаете, слово Отца через меня, если вы сомневаетесь, значит идите туда, в мир идите. У вас нет мира, вы не смиренные. А несмиренному не идет энергия Отца, Сат-Чит Ананда, вечное совершенное знание, вечное блаженство, любовь не идет несмиренному. Поэтому смирение. И благословите вы меня на смирение. Вы меня благословите на смирение. Я у всех прошу благословения. Благословите меня только на смирение. Потому что смирение и покаяние есть ананда, есть блаженство. Это и есть любовь. А как теряется смирение, уже пошло вожделение. О, ты не прав, я умнее всех. Это называется ум мудрецов доведу до безумия. Сердце надо, сердце. А сердце только через покаяние и через смирение. Там, где нет смирения, там не Шамбала, там не Вриндаван. Вриндавана нет, где нет смирения. А где смирение, там Вриндаван. Сейчас у нас смирение, здесь Вриндаван, здесь
обитель Господа. И поэтому я вчера людей призывал на смирение. Я говорю, вы не смиренные перед учителем. Будьте осторожны. Вы такое заработаете. Вы не смиренны перед учителем. Вы не имеете права быть несмиренным. Если вы его судите, обсуждаете, вы лицемеры. Или уйдите отсюда, или предайтесь, из двух одно. Третье не бывает. Судить гуру – это проклятие. Вы прокляты. Или предайтесь, вы находитесь в его ауре. Или уйдите, но жить в его ауре и судить его – это даже по материальному грех. Жить в доме отца – дети, и не смиренно перед отцом, они никогда не будут счастливы. Я говорю, я вчера говорил, вы лицемеры. Понимаете? Этот гуру, вы говорите учитель, слово учитель говорите. И недовольствие к учителю, какое вы имеете право? Это его ашра. Это его поле деятельности. Господь дал ему поле деятельности. А вы находитесь в его поле деятельности, вы находитесь в пчелином улье и говорите, какая плохая матка. Ну уйди из этого пчелиного улья. Улья, уйди. Иди в другой пчелиный улье, найди свой. Но здесь хозяин положения он. Господь ему судья, не ты. Господь ему судья. Поэтому я сказал, если он не даст мне благословения, я сейчас же уеду. Я им сказал. По идее, он не должен дать мне благословение. Это его улик. А он дал мне благословение. Не должен. А дал. Значит, должен. Может быть, для того, чтобы ты это и проговорил, что ты сейчас сказал. Да, вот именно для этого. Нет, я вижу, что у меня с ним не кармическая связь, не материальная связь. Но у нас души в духовной симпатической связи, в духовной, в абсолютной, даже не духовной, а в абсолютной симпатии. Мне вчера сказали, пока вы не примете его учителем, ничего не получится, он вам не даст благословения. Мне вчера сказали. Он наш учитель, и он должен быть вашим учителем. Я говорю, у вас материальное понятие. В нашем абсолютном плане совсем другие понятия, совсем другое сознание. Мы делаем абсолютное дело. Пчела и цветок делают одно дело. Пчела делает мед, а цветок служит пчеле и самому себе. Оба они делают, удовлетворяют Бога. И пчела, и цветок. Если вы считаете, ребята, что я гордец,
что его не принимаю учителем, что у меня нет смирения, я гордое существо, скажите истину. Да и не заметили такого. Как-то не почувствовали. Об этом речь вообще сейчас не идет. А как вы считаете, Виссарион? Если способны правду увидеть ученики, не тем ли более учителя это видеть. Может быть, я гордое существо, что вас не принимаю своим учителем? Нет. Может быть, я не духовное существо? Может, я материалист? Может, у меня души нет. Об этом вообще сейчас речи как-то и не шло. О гордости или несмирении. Не, обычно духовные учителя принимают другую духовную личность. Ты ко мне пришел, должен предаться. В индийских ашрамах так. Ну, если этому, Такая постановка. если этому должно быть, и душа к этому созрела, то это происходит. Но если именно это должно происходить. Но сейчас же об этом речь вообще как будто бы не идет, речь идет о другом. Речь о том, что в доме отца моего обителей много. Они все разные. И это не смирение, Вадим, если гость помогает учителю. Это не смирение со стороны гостя, а я ему помогаю. Не является ли это гордостью с моей стороны? Но если ты получил от него благословение, именно на то, чтобы сказать, что ты сказал, так здесь о несмирении и речи не идет. Что тебя смущает? А, Виссарион, не смирение ли это с моей стороны? А может, это не смирение? Аура моя не беспокоит тебя? Не беспокоит. Нет, гордыня и могущество, это они очень похожие Ты энергии. искренне делаешь то, что на сегодняшний день понимаешь. Это нормально. Это закон. Ты не сможешь сделать то, чего не понимаешь. Будь я проклят навечно, я только люблю тебя. И больше у меня ничего нет. Я прежде это и вижу, что тело твое от любви, от того чистого понимания, которым обладаешь. Но если я это вижу, я большего не спрошу с тебя. И меня не расстроит твое действие. Меня расстроит действие, если я вижу, что человек может больше делать, но отказывается это делать. Мне будет горько. Да. Опять интересная глава получается. Интересно. Да, это в моем этом воплощении такой садгам. Садгам – это духовная любовь, духовная встреча. Ну, видит Бог. Такое впервые. Такие игры – это игры Господа. Называется Према-Ананда. Абсолютная любовь. Абсолютная любовь, где нету и тени возделения. Я очень счастлив таким энергиям. Это мои любимые энергии.
Это эрк, да, Клашиба? Я тебе говорил об этом. Но они спрашивали учителя, когда вы покажете эту энергию. Вот смотри, вот эта энергия. Теория была, да? А вот практика. Дальше остается добавить, имеющие глаза увидит. Да. Нет, ты видишь, какое поле, Крашабина? Вот какое здесь поле сейчас, ты видишь? Ауру сейчас этого поля видишь? Шахматная. Тебе хорошо? Нет слов. А вам как? Отлично. Поле русское. Нет, даже в духовных мирах, я вот бываю, даже там я не могу взвинтить такое поле. То есть приемщики, они зациклены на своем духовном сознании, плоскости сознания, и они не могут отойти. Но им установка, их Нараяне дает установку, вот ты в этом, и держись. То есть оборона своего поля. Они обороняют. И правильно они делают, собственно. Это называется защита духовного эгрегора, своего эгрегора. Я Нараяна с такой-то планеты, и, значит, я боюсь потерять это. Держится за своего Махатму. Вроде духовное поле духовное, но оно ограничено. Он не может прогрессировать. Это его уже давит. Там, в духовном мире, и вдруг черная аура. Я вообще поражаюсь, как это так? А он перестал эволюционировать. Любая сильная река, какая бы сильная река, она должна вечно эволюционировать. Даже духовные личности там замораживаются, на них садится энергия инь. А пути Господень, ты неисповедимый. Давай дальше, иди вечно дальше. Даже Толстой сказал, держите роль выше. А он не защищается. Я пришел его обкрадывать. А он не защищается. На, воруй меня, всего воруй. Попробуй теперь. А такого уже не обогатишь. Там же все дело. Который говорит, на, воруй. Такого ничего не возьмет. Да, уже неинтересно. Да. Да еще нас тому же учат. Нету защиты. Да, нет. Убрал защиту. Жить без защиты. Я же говорю, я нигде не видел такого. Вот к кому прихожу, они моментально оборону защищаются. Практик много таких по защите. А вот такая практика редкость. Быть открытым и принимать все. А с остальных практиками заполнено все. Закрыто, скопить энергию, беречь себя, защититься. Нет, это и есть абсолютная защита. Такое, да, но это же никто Люди не защищаются своими силами, а он отдал себя Богу. Все, защищай меня, ты, я твой чистый преданный. Они говорят, на Бога надейся, а сам не плащай. А он отдал себя Богу. Никаких плащаний, ничего. Я же говорю, тебе не обидно? А обида – это ложная эго. Любая обида, даже духовная. Ну, нет, не обидно. А тебе не жалко? Я тебя пришел обокрасть. Я все испытания ему принес.
Оранжевый соблазнитель. Но мы держимся так. Не знаю, что делать? Что делать? Он мне купил кошелек. Я хотел его украсть, а он мне украл. Может, пора переезжать вместе со своими ребятами сюда. Да и вместе тут полюс мира строить. Да там такой храм построен. И там тоже я нужен. Ну тогда, значит, весть об этой встрече пойдет. Что не удалось тебе. Или наоборот удалось. Как раз увидеть и услышать. Те, кто могут. Тогда от вести приедут те, кто могут. Нет, дело в том, что я слышу моего учителя. Нет, абсолютная информация. То есть это не нужно ни мне, ни ему, ни народу, никому это не нужно. То есть это абсолютная информация. Что я должен тут что-то сделать. То есть не я, а он. Через эту форму. Он хочет ему помочь, Виссарион хочет помочь. Ты уже начал помогать. А может это не так, Виссарион? Может это я обман, может это я придумал. Может это не так на самом деле. Я уже вижу эту помощь. Она уже началась. Ты смотри, даже тут не сопротивляется. Так ты же сказал то, что ты вчера сказал. Это же уже помощь. Ты встряхнуть, по сути, приехал. Чтобы люди вспомнили, где они здесь находятся. Да. 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 Не, я не помогаю тебе, Виссарион. Я буду смиренно перед тобой. Не дай Бог, эта гордыня будет с моей стороны. Если скажешь, я пришел помочь, да. А если просто приехал, то это не гордыня. Я выполняю его слово. Его слово. Поэтому спрашиваю тебя, а может быть это не его слово, может это не от Бога, не от Отца? Может быть, по делам увидим. По делам увидим, правильно? И тут правильно все. Да, по делам.
Он говорит, что я хочу здесь сделать Вриндаван, хочу сделать Шамбу. Он говорит, здесь должна, лотос мой должен быть. И ты для этого, я тебя послал сюда. Но не ущемляй его, тебя не ущемляй. Как это сделать, Висарев? Скажи, как это сделать? Я не хочу тебя ущемлять. Посмотрим. Сейчас мне трудно сказать. Как скажешь мне, что ты меня ущемляешь, я уеду. Вот когда увижу, я скажу. Да, скажи. Сейчас я тебя не ущемляю? Сейчас нет. Значит, я остаюсь. Ну, как скажешь, я уеду тут же. Я это уже слышал. Да. Я рад встрече. Вот так получилось. Это получилось абсолютно. Если было бы не абсолютно, я бы не был бы рад этой встрече. А я рад тоже встрече. Потому что я вижу, что это абсолютно. На Луне нет ни одного пятнышка, я вижу. Чистое, абсолютно чистое. Ни одного. Я хочу найти в этой встрече одно пятнышко. Не вижу. Это абсолютно. Ну, повезло нам наконец-то. А в конце дня. Нет, это абсолютно. Все и умудряется видеть пятна. И вот появился кто-то, кто не видит пятен. Сразу видит. Кто-то. И поели хорошо. Кто-то говорит неправду. Кто-то. Кто-то. Но не всегда большинство же говорит правду. Да. В таком обществе большинство. Трудно сказать правду. Ну что, меня ждут работать. Там собрались. Но Татьяна, она с Михаилом и кто-то еще там, они, значит, собирают людей, чтобы я их привел к тебе. Мое благословение в работе. К абсолютной истине, к Висхариону. Новый вариант. Что? Но суть не одна и та же. Не, они сказали, что он будет против учения Хари. Я поэтому пришел. Они маленькие. Ведь ты же сам сказал, что не в форме дела, а в сути. Не в названии. Я им так и сказал. Да. А им пока еще кажется, что Они название. сказали, что Называется... не может быть, чтобы он не был привязан к форме. Они мне так и сказали. Сказали К сути, там, он- когда ты от себя уезжал. Да, Махатма, как ты выразил. да. Ошиблись? Не Люди. может быть, чтобы он был привязан к сути. Но они же люди. Ну, вроде бы Махатмы, ну, конечно, люди. Ну, Уже люди. Они проиграли. а мы тем и счастливы, что можем ошибаться. Получается, что вы не ошиблись. Ну, а Махатма чуть-чуть. Махатмы ошиблись.
Ну что, Вперед. вперед. С вашим благословением. Но я думаю, что все будет хорошо. Я уверен. Потому что я знаю, кому я открыт. И я знаю, кому давать благословение.